Мы привыкли смотреть вверх, восхищаясь бескрайним космосом, далекими звездами и тайнами Марса. Но что, если главная загадка Вселенной находится прямо у нас под ногами? На глубине без малого 3000 километров начинается скрытый мир, который бросает вызов нашему воображению. Там, под колоссальным давлением, бушует гигантский океан жидкого металла. Температура в самом сердце нашей планеты достигает невероятных 6000 градусов Цельсия. Это жар, равный поверхности Солнца. Земля мчится сквозь ледяную космическую пустоту миллиарды лет, но ее внутренний огонь не угасает. Это не просто геологический факт, это величайший инженерный шедевр. Если бы этот подземный двигатель остыл хотя бы на долю процента, наш привычный мир исчез бы в одно мгновение. В этом видео мы заглянем в бездну и узнаем, какие скрытые механизмы поддерживают жизнь этого вечного пламени, почему законы физики работают здесь как идеальный программный код, и как устроена главная батарейка нашей планеты, созданная с абсолютной точностью. Досмотрите до конца, ведь то, что удерживает этот жар, перевернет ваше представление о доме, в котором мы живем. Много кто знает, что Земля устроена не просто как каменный шар, а как многослойный термос. Но мало кто знает, как этот термос работает на деле. Давайте включим простую логику. Любой горячий предмет в холодном пространстве неизбежно остывает. Оставленная на столе чашка чая станет комнатной температуры уже через час. Но с Землей этого не произошло. Наша планета мчится сквозь космос много лет, а ее сердце все еще пылает. Почему? Потому что устройство наших недр – это пример абсолютного ювелирного расчета, где физические законы работают как идеальный программный код. Геофизики, изучающие планету с помощью анализа сейсмических волн, обнаружили поразительную вещь. Прямо сейчас под нашими ногами, за слоем привычной нам почвы, скрывается мантия, огромный слой из полужидких силикатных пород толщиной почти в 3000 километров. И это не просто камни. Мантия обладает невероятно низкой теплопроводностью. Простыми словами, она выступает в роли сверхэффективного изоляционного материала, того самого защитного слоя нашего планетарного термоса. Жар из глубины пробивается сквозь нее к поверхности с ничтожно малой скоростью, всего несколько сантиметров в год. Это гениальная архитектура планеты. Верхние каменные слои удерживают тепло, пока в самом центре гигантские массы жидкого железа находятся в постоянном движении, распределяя энергию. В цифрах этот баланс выглядит еще более фантастически. Каждую секунду Земля излучает в космическое пространство около 44 триллионов ватт тепла. Эта колоссальная цифра способна испугать любого инженера. Но внутренние запасы энергии настолько огромны, а защитные слои мантии настроены так точно, что за 1 миллиард лет ядро планеты остывает всего на 100 градусов Цельсия. Случайность? Физические расчеты показывают, если бы параметры мантии или химический состав ядра отличались от нынешних хотя бы на 1%, Земля либо взорвалась бы от избытка внутреннего давления, либо мгновенно остыла, превратившись в мертвую пустыню. Но мы здесь, мы живем, и этот подземный двигатель работает без сбоев, доказывая, что наш дом был спроектирован с абсолютной точностью и любовью к деталям. Чтобы понять, почему недра Земли остаются раскаленными, необходимо заглянуть вглубь планеты и посмотреть на физические процессы, которые происходят там прямо сейчас. Один из главных факторов, удерживающих тепло, это чудовищное, колоссальное давление. Чем ближе к центру Земли, тем сильнее сжимаются слои горных пород под весом всего, что находится над ними. На глубине ядра это давление достигает фантастических 3,5 миллионов атмосфер. Человеческому разуму трудно представить такую величину. Это все равно, что сбалансировать вес сотен пассажирских самолетов на кончике одного вашего пальца. Под таким сокрушительным весом законы физики и поведения привычных нам материалов кардинально меняются. Когда атомы железа и никеля в ядре сжимаются с такой силой, они сближаются друг с другом на минимально возможное расстояние. При таком экстремальном сжатии выделяется огромное количество кинетической и тепловой энергии. Физический закон прост.
Сжатие газа или твердого тела всегда ведет к росту его температуры. В масштабах целой планеты этот непрерывный прессинг колоссальной массы горных пород работает как гигантский пресс, который буквально консервирует и поддерживает высокую температуру внутри, не позволяя атомам остыть и замедлить свое движение. Самое удивительное происходит в самом сердце планеты. Из-за этого запредельного давления внутреннее ядро Земли, состоящее из железа и никеля, остается абсолютно твердым металлическим шаром, несмотря на то, что температура там превышает 5000 градусов. В обычных условиях на поверхности металл при такой температуре мгновенно превратился бы в пар. Но чудовищный вес верхних слоев сжимает атомы так плотно, что они просто не могут перейти в жидкое или газообразное состояние. Это колоссальное давление служит естественным стабилизатором всей системы. Оно удерживает структуру планеты в идеальном равновесии и препятствует быстрой потере энергии, сохраняя внутренний жар в замкнутом пространстве. Если бы тепло внутри Земли удерживалось только за счет механического сжатия, планета остывала бы гораздо быстрее. В силу вступает еще один важнейший фактор теплового баланса, который можно подтвердить строгими лабораторными анализами и измерениями. Недра Земли буквально насыщены тяжелыми химическими элементами, которые обладают естественной нестабильностью. Главную роль в этом процессе играют три элемента – уран, торий и особый изотоп калия. Эти вещества распределены в глубоких слоях мантии и земной коры. Их атомы постоянно распадаются, и в ходе этого процесса выделяется субатомная энергия, которая мгновенно превращается в чистое тепло. Этот процесс происходит непрерывно, секунда за секунду, прямо сейчас, под нашими ногами. Физические расчеты и измерения теплового потока показывают, что естественный радиоактивный распад генерирует колоссальную долю всей энергии, которую сегодня отдает Земля. Это автономная система самоподогрева, которая работает как надежная внутренняя батарейка. Самое примечательное – это скорость, с которой расходуется данное природное топливо. Период распада этих элементов невероятно огромен, благодаря чему выделение тепла происходит с идеальной, строго дозированной скоростью, без резких температурных скачков или взрывных реакций. Такой стабильный подогрев обеспечивает постоянное движение внутри планеты. Чтобы окончательно доказать этот факт, ученые используют сверхсложное оборудование – подземные детекторы, которые улавливают геонейтрино. Это особые элементарные частицы, которые образуются исключительно при распаде радиоактивных элементов в глубинах Земли. Они свободно проходят сквозь толщу пород и регистрируются приборами на поверхности. Эти строгие проверяемые данные доказывают, внутри нашей планеты работает мощный естественный генератор, который подпитывает ядро теплом и гарантирует, что внутренний огонь Земли не погаснет еще очень долго. Чтобы полностью разобраться в том, как устроена тепловая система нашей планеты, необходимо обратить внимание на фундаментальный закон всемирного тяготения. Гравитация не просто удерживает нас на поверхности, она непрерывно сжимает и перестраивает внутреннюю структуру Земли. Внутри нашей планеты действует строгое правило. Тяжелые элементы всегда стремятся опуститься как можно ближе к центру, а легкие выталкиваются наверх. Этот физический процесс распределения масс по плотности называется дифференциацией недр, и он является мощнейшим, постоянным источником тепловой энергии. Основную массу земного ядра составляют тяжелые металлы – железо и никель. В то же время окружающая его мантия состоит из более легких силикатных пород и соединений кремния. Под действием колоссальной силы гравитации огромные объемы тяжелого жидкого железа из верхних слоев буквально тонут, медленно просачиваясь сквозь толщу мантии вниз к самому сердцу планеты. Когда миллиарды тонн металла опускаются к центру Земли, они преодолевают гигантское сопротивление окружающих пород. В результате этого колоссального трения масс выделяется гравитационная энергия, которая полностью преобразуется в чистый избыточный жар. Этот процесс можно наглядно представить на простом бытовом примере.
Если вы возьмете обычный металлический предмет и начнете быстро и с силой тереть его о деревянную поверхность, то уже через несколько секунд заметите, что оба материала сильно нагрелись. Физика этого явления идентична, но теперь представьте этот процесс в масштабах целой планеты, где друг от друга трутся не маленькие предметы, а гигантские металлические пласты весом в триллионы тонн. Это непрерывное гравитационное скольжение и падение тяжелых элементов к центру Земли генерирует непрерывный поток тепла, который подогревает ядро изнутри, поддерживая его жидкую структуру во внешних слоях и не позволяя внутреннему огню угаснуть. Предыдущие факторы объясняют, откуда берется тепло в масштабах всей планеты. Но существует еще один совершенно уникальный физический процесс, который происходит на самой границе земного ядра прямо сейчас. С помощью сверхчувствительных датчиков, фиксирующих сейсмические колебания от землетрясений, геофизики выяснили, что ядро Земли неоднородно. Оно разделено на две четкие зоны – жидкое внешнее ядро и твердое внутреннее. Внешнее ядро состоит из бурлящего сплава расплавленного железа и никеля, а внутреннее – это колоссальный твердый металлический шар радиусом около 1200 километров. И на стыке этих двух зон каждую секунду разворачивается удивительное физическое явление. Земля очень медленно, но непрерывно отдает свое тепло в космос сквозь вышележащие слои мантии и коры. Из-за этого постепенного остывания жидкий металл внешнего ядра на границе с внутренним ядром начинает переходить в твердое состояние. Простыми словами, металл кристаллизуется, и этот железный шар в самом центре планеты медленно растет, слой за слоем. В физике существует фундаментальный закон термодинамики. Когда любое вещество переходит из жидкого состояния в твердое, оно неизбежно выделяет энергию. Этот феномен в науке называется скрытой теплотой кристаллизации. Каждый раз, когда очередная порция расплавленного железа становится твердой и присоединяется к центральному кристаллу, в недра планеты выбрасывается колоссальный объем чистого тепла. Этот процесс можно наглядно сравнить с тем, как замерзает обычная вода. Когда вода превращается в лед, она тоже выделяет микроскопическое, незаметное для нас количество тепла. Но в масштабах центра планеты, где под чудовищным давлением затвердевают миллионы тонн тяжелейшего железа, этот процесс превращается в мощнейший генератор энергии. Выделяющееся тепло подогревает окружающее его жидкое внешнее ядро снизу, не давая ему полностью замерзнуть. Это создает непрерывный круговорот. Горячий металл поднимается вверх, остывает у границы с мантией, опускается обратно, снова кристаллизуется и выделяет новую порцию энергии. Таким образом, медленное затвердевание центра Земли парадоксальным образом спасает ее от полного остывания. Все перечисленные генераторы энергии – давление, радиация, гравитация и кристаллизация – потеряли бы всякий смысл, если бы планета не умела сохранять выработанное тепло. Если вы нальете кипяток в обычную чашку, он остынет за считанные минуты, потому что ничто не мешает теплу уходить в окружающую среду. Но если вы нальете тот же кипяток в качественный термос с толстыми двойными стенками, вода останется горячей даже через сутки. Наша Земля устроена именно по принципу такого высокоэффективного термоса. Роль главного изоляционного слоя в этой планетарной конструкции выполняет мантия, гигантский слой горных пород, который отделяет раскаленное металлическое ядро от холодной земной коры и ледяного космического вакуума. Мантия имеет колоссальную толщину, почти 3000 километров. Она состоит из силикатных пород, богатых магнием и железом. С точки зрения физики, эти породы обладают невероятно низкой теплопроводностью. Это означает, что они крайне неохотно и медленно пропускают сквозь себя тепловую энергию. Мантия работает как сверхтолстое космическое одеяло, которое укрывает ядро Земли. Жару, которая бушует в самом центре планеты, приходится преодолевать это огромное каменное препятствие. Из-за низкой теплопроводности пород этот процесс происходит с ничтожно малой скоростью. Тепловые волны пробиваются от границы ядра к поверхности Земли на протяжении огромных периодов времени, теряя скорость на каждом километре пути.
Благодаря такому мощному изоляционному слою Земля ежесекундно сберегает колоссальное количество энергии. Физические расчеты теплового потока показывают, что мантия выпускает наружу лишь крошечную долю того жара, который хранится в глубине. Если бы мантия состояла из металлов или других материалов с высокой теплопроводностью, ядро Земли остыло и полностью затвердело бы за относительно короткий срок. В таких условиях вся тектоническая активность на поверхности прекратилась бы, вулканы потухли, а материки замерли. Но уникальные физические свойства силикатного одеяла мантии обеспечивают идеальный баланс. Они удерживают внутреннее пламя запертым в глубине, позволяя планете сохранять свою внутреннюю энергию в условиях экстремально холодного космоса. После того, как мы разобрали все механизмы генерации и удержания тепла, возникает самый главный вопрос. А зачем вообще нашей планете нужен этот перманентный подземный пожар? Может быть, было бы гораздо безопаснее, если бы Земля внутри была холодной, монолитной и спокойной. Физика дает на это однозначный и довольно пугающий ответ. Без раскаленного ядра жизнь на поверхности Земли была бы абсолютно невозможна. Высокая температура недр – это цена, которую наша планета платит за существование биосферы, атмосферы и всех нас. И ключевую роль здесь играет уникальное физическое явление, которое ученые называют геодинамо. Поскольку внешнее ядро Земли находится в жидком состоянии благодаря огромной температуре, металл внутри него не стоит на месте. Из-за разницы температур между нижними и верхними слоями ядра запускается процесс мощной термической конвекции. Раскаленные потоки жидкого железа и никеля непрерывно поднимаются вверх, а более прохладные опускаются вниз. Так как Земля при этом вращается вокруг своей оси, эти потоки жидкого металла закручиваются в гигантские спирали. Физика этого процесса проста. Движение огромных масс электропроводящего жидкого металла создает мощнейшие электрические токи, которые, в свою очередь, генерируют глобальное магнитное поле Земли. Это магнитное поле выходит далеко за пределы атмосферы и формирует невидимый, но непреодолимый щит – магнитосферу. Именно этот щит принимает на себя главный удар солнечного ветра, потока смертоносной радиации и заряженных частиц, которые непрерывно летят от Солнца в нашу сторону. Если бы внешнее ядро остыло и затвердело, этот подземный генератор остановился бы, и магнитное поле мгновенно исчезло. Без магнитной защиты солнечный ветер всего за несколько столетий полностью сдул бы нашу атмосферу и испарил бы все океаны. Живое, бурлящее и горячее ядро – это не просто геологическая особенность, это главный оборонительный рубеж планеты, который защищает ее от превращения в безжизненное космическое пространство. Чтобы окончательно убедиться в уникальности и точности настроек тепловой машины Земли, нам достаточно посмотреть на наших ближайших космических соседей – Луну и Марс. Эти небесные тела сложены примерно из тех же самых химических элементов и минералов, что и наша планета. Однако их сегодняшнее состояние кардинально отличается от земного. Луна и Марс представляют собой холодные, пустынные и практически геологически мертвые миры. И главная причина их гибели кроется в простой физике и геометрии, а именно в размерах и массе космического тела. В физике существует правило: чем меньше объем объекта по отношению к площади его поверхности, тем быстрее он теряет тепло. Марс по своему радиусу почти в 2 раза меньше Земли, а Луна меньше нашей планеты более чем в 3,5 раза. Из-за скромных размеров их внутренние запасы тепла, полученные при давлении и радиоактивном распаде, изначально были гораздо меньше земных. Обладая небольшой массой, эти небесные тела излучали свою внутреннюю энергию в холодный космос с огромной скоростью. Их мантии не смогли сработать как эффективный термос, и внутреннее пламя угасло. Недра Марса и Луны остыли, а их железные ядра практически полностью затвердели. Остановка внутренних двигателей привела к катастрофическим последствиям для этих миров. На Марсе прекратилось движение тектонических плит, навсегда потухли гигантские вулканы. А главное, исчезло глобальное магнитное поле. Без защиты жидкого подвижного ядра Красная планета лишилась своего магнитного щита.
Солнечный ветер беспрепятственно уничтожил марсианскую атмосферу, превратив некогда потенциально обитаемый мир в сухую, ледяную и радиационную пустыню. Этот наглядный пример показывает, что размеры Земли и ее внутренняя структура были подобраны с идеальной точностью. Наша планета обладает именно той массой, которая необходима для удержания жара внутри на протяжении огромного количества времени, что позволяет нам находиться в полной безопасности на ее поверхности. Подводя итог нашего погружения вглубь планеты, становится очевидно, что раскаленное ядро Земли – это не случайная природная аномалия, а фундаментальная основа нашего существования. Каждую секунду, пока мы строим планы, работаем или просто отдыхаем, глубоко под нашими ногами беззвучно функционирует сложнейший комплекс физических процессов. Чудовищное давление сжимает материю до твердого состояния. Естественный радиационный фон мантии работает как безопасный атомный обогреватель. Гравитация непрерывно перераспределяет массы металла, а медленное затвердевание железного кристалла подпитывает всю систему свежими порциями энергии. Каждая деталь этой подземной тепловой машины взаимосвязана и настроена с поразительной точностью, создавая для нас идеальные условия. Теперь, когда вы смотрите на привычные пейзажи за окном, вы знаете, что стабильность нашего мира держится на этом скрытом океане жидкого металла. Именно этот подземный огонь укрывает нас невидимым магнитным щитом от смертоносной космической радиации, сохраняет нашу атмосферу и удерживает воду в океанах. Мы живем на поверхности гигантского, идеально сбалансированного термоса, который защищает жизнь в суровом и холодном пространстве космоса. И пока сердце нашей планеты бьется и излучает этот первозданный жар, Земля будет оставаться цветущим, безопасным и по-настоящему живым домом. Если вам было интересно заглянуть за пределы привычного мира и узнать, какие великие тайны скрывает наша планета, обязательно ставьте лайк этому видео. Пишите в комментариях, какой из физических факторов подогрева ядра удивил вас больше всего, и делитесь этим роликом с друзьями. Подписывайтесь на канал «Скрытый горизонт», ведь впереди нас ждет еще много удивительных открытий, скрытых от обычного взгляда. До встречи в новых выпусках.